Ладненько, будем потихоньку начинать. Люди подойдут еще, надеюсь. Сегодня у нас весьма интересная тема про отчеты. Презентация не самого прям прекрасного качества, но в основном у нас будет все основано на взаимодействии. То есть я буду показывать, как это все происходит в реальной жизни. То есть все эти примеры, которые здесь будут указаны, да, они все будут в реальной жизни на реальном проекте рассмотрены. Поэтому у нас сегодня про Allure, Selenium, Selenit. Все вместе. Что мы сегодня будем рассматривать? Мы будем также говорить о питоне, как интегрировать отчеты с питоном и как интегрировать это с Java. Потому что, я думаю, наиболее частый use case для людей вот именно такой вот вариант. Итак, Allure. Что это из себя представляет? Ну, это утилита для генерации отчетов, ни больше, ни меньше. То есть вся задача Allure – это произвести манипуляцию некоторыми с данными, сгенерировать красивые отчеты, показывать красивые, как это выглядит в красивом таком виде, скажем так. Я имел опыт использования других различных, обсуждать, какие еще варианты есть. Извиняюсь, небольшая техническая неполадка была. Сейчас должно быть, по идее, все слышно. Пожалуйста, поставьте какой-то символ, что все хорошо. Сейчас нормально меня слышно и хорошо. Все, супер. Сетевые проблемы были небольшие. Значит, продолжаем. Возвращаемся к нашим фреймворкам. Значит, Allure и Selenit, да, наиболее тесная интеграция, наиболее интересная интеграция получается, когда мы совмещаем это все вместе. И Selenit, как мы уже проговорили, это более удобная версия Selenium, то есть просто более удобная оболочка Selenium. Так вот, говоря про Allure, есть также другие альтернативы. То есть это не обязательно, что нам нужно использовать только Allure. Это, вот, как бы, это, конечно, стандарт качества во многих компаниях, как используемый фреймворк, да, но я в зарубежных компаниях зачастую видел, что они как бы используют какие-то другие вещи. Вот, или какие-то свои наработки. Так вот, альтернативы это вот такие вот. Extend Reports не имел взаимодействия большого с этим фреймворком, но вот имеется такой. Также поддерживает интеграцию с разными фреймворками. TestNG Reports и JUnit Reports. Вот эти два нужны наиболее, как бы, наиболее используемые тестовые утилиты. То есть TestNG автоматически генерирует отчет после выполнения теста. То есть все, что мы потом можем увидеть, какие тесты как прошли, что с ними случилось. Это все делается автоматически после встраивания TestNG в наш проект. То есть вот на Java мы встраиваем TestNG, и все прекрасно генерируется. JUnit то же самое. Все можно очень легко интегрировать. Тесты автоматом записываются. То есть результаты тестов сразу автоматом записываются, куда нам нужно. Проблема только вот одна с этим всем. Просто не очень красиво смотрится. То есть не самая красивая визуализация этого всего. А именно этим славится наш Allure. Наш прекрасный золотой Allure. Вот. Serenity и BDD это в основном используется, так я понимаю, с JUnit, Cucumber. Ну, короче говоря, вот им конкретно не пользовался. Report Portal, в общем, разные еще вариации есть, как вы видите. То есть Allure это наиболее часто используем, поэтому мы сегодня будем о нем говорить. Итак, почему Allure, собственно говоря? Почему именно этот фреймворк? Потому что он формирует подробный отчет, то есть он именно рассказывает нам вообще все по шагам, что случилось с нашим тестом. Что случилось, что провалилось, что не провалилось, четко все описывается в наших отчетах. Автоматическая интеграция, то есть мы можем все это дело встроить в тот же в наш Java проект, в питоновский проект, любые другие проекты. То есть очень-очень просто и удобно. И, кстати говоря, в Селениде есть некоторая дополнительная интеграция, о которой мы потом поговорим, с Allure. Вот. Просто настраивать, в принципе, довольно просто настраивать Allure, хотя, конечно, сравнивая с JUnit или TestEngine, которые уже из коробки все работают с отчетами, да, то есть Allure немножко более усложненный. Вот. Главная разница у нас, чем он лучше, интеграция Allure и Selenium, чем Allure и Selenium, например, в том, что не нужно делать обработку так называемых листенеров. То есть, что такое листенеры? То есть, по
по моменту того, как только происходит определенное действие с тестом, то есть, допустим, тест прошел или тест не прошел, что с ним случилось, автоматически происходят некоторые события. Так вот, эти события Allure умеет автоматом обрабатывать. Скажем, если тест провалился, то делается скриншот, например, да, такое событие. Если же мы это все делаем Selenium, то нам придется делать отдельный класс, в котором мы будем делать обработку этих событий. То есть, вот как получается, мы совмещаем, интегрируем все это вместе, и в Selenium это все упрощено просто. Ну, как, собственно говоря, это и есть главная цель Selenium, просто упрощать то, что уже было сделано в других фреймворках. То есть, это такой вот удобный сборник. Как это все настраивать, давайте разберем на конкретном примере. Но начнем мы не с Java, а начнем мы с Python. То есть Python, почему бы не попробовать все это дело на Python. Вот. Смотрите, что. Вот есть такой проект у меня. Selenium и Firefox интеграция и с Allure. Смотрите, что получается. Мы на прошлом уроке как раз-таки разбирали, как управлять браузером с помощью драйвера, да? Вот, и в том числе, как с помощью Python это делается. Ну вот у нас тот же самый питоновский скрипт, только модифицированный для генерации наших отчетов. Вот, давайте с самого простой версии начнем. Selenium Allure. Да, вот самый простой вариант. Что мы здесь делаем? Мы, во-первых, инициализируем снова наш драйвер. Говорим, что драйвер такой-то. Прописываем аргумент headless, все стандартно. А дальше у нас идет уже настройка непосредственно Allure. И здесь мы видим вот какую вещь. Это Allure Step. Вот. Первая, значит, аннотация Allure Step. То есть, снова, это Python отличается немножко от Java. Да, если вы на курсе работали в основном с Java, то на Python, в принципе, очень многие вещи довольно легко прочитать, если вот, как бы, ничего сверхсложного. Так вот, Allure Step. Что он делает? Он описывает конкретное событие для отчета. То есть в отчете мы хотим видеть, что произошло 1, 2, 3, 4, 5. То есть мы хотим видеть, что происходит по шагам. Собственно говоря, мы таким образом и помечаем, что мы хотим сказать, что окей, мы инициализируем наш Firefox драйвер. То есть мы соединяем наш тест с драйвером. Вот он здесь происходит. Второе. Allure Step. Открываем страницу и заполняем форму. И здесь мы уже, собственно говоря, мы говорим, что да, открывается страничка. Потом по каждому шагу мы пишем, что именно мы производим здесь. Вот снова Allure Step, Allure Step, Allure Step. Видите, все везде Allure Step у нас фигурирует. То есть, по сути, мы, вот если сравнивать с логингом, с логированием на веб-сайтах или в приложениях, то есть добавление вот этих дополнительных шагов позволяет нам как бы прописывать все, что происходило в программе. То же самое, как и логинг. То есть, только логинг это в основном скрыто для программиста, а отчет, его цель не скрывать все эти данные, да, а именно показывать всем в команде, да, кто-то должен увидеть этот отчет. Вот, собственно говоря, что дальше? Все описано, в основном Allure Step, видите, используется. Только вот самый главный здесь параметр, то есть так происходит. Значит, Allure Feature, Allure Story, это, собственно говоря, для оформления непосредственно тестов. Мы говорим, что фича, которую мы автоматизируем, называется Form Automation. Можно, в принципе, что угодно написать. Самое главное, чтобы это самим тестировщикам и команде было понятно, да? То есть это разбивка такая, значит, такая-то фича, такая-то история определенная. Ну, то есть просто разбивка логическая на разделы и подразделы, как обычно, да? Таким образом помечаем наши тесты. То есть шаги, есть фичи, есть истории и еще многие другие параметры, которые мы разберем. Как все эти тесты запускать? Здесь вот что происходит. Зависит от того, какой у вас есть компьютер. И если у вас компьютер на, собственно говоря, Mac, то мы заходим на сайт BrewSH, утилита Homebrew, и ищем здесь Allure. Вот. И делаем brew install Allure. Таким образом, мы устанавливаем себе утилиту для командной строки, с помощью которой будем запускать наши тесты. Вот. Если у вас Windows, то я, честно говоря, Windows довольно давно не пользовался, но там тоже есть утилита для установки утилиты с командной строки, называется она Scoop. Scoop, кажется. Вот. Здесь тоже можно найти тот же Allure. Вот он здесь будет. Scoop SH. Видите, Brew SH или Scoop SH. Все это такие вот интересные проекты, которые позволяют в командной строке быстро все поставить. Хотя в Windows должна быть возможность просто зайти на сайт Allure и скачать это все непосредственно себе на машину. То есть тут можно распаковать и просто поставить. Вот. Видите, Allure Testing. Да, Allure Report. Кстати, неплохая весьма у них документация есть. Кстати, сюда Get Started, вот Install Allure Report for Windows, for Mac и Linux, пожалуйста. Да, видите, разные опции установки есть. Вот другая. Опять же, тут у нас как раз таки тот же Scoop рекомендуется, как мы видим. Ну, вот. То есть пусть установки, она должна нам показывать версию. Ну вот, собственно говоря, что мы делаем? Мы заходим, значит, в нашу директорию с тестами. Так.
Текст. Что у меня здесь оно? Один. Так, собственно говоря, здесь у меня и находятся эти самые тесты. Вот он, все мои разные скрипты. И в отличие от той же Java, удобно, да, что можно, в принципе, ну, в более удобном, более простом формате запаковать, что ли, да, чем в Java. В Java нужны всякие дополнительные зависимости и все прочее. Здесь как бы можно это с помощью поставить утилиты pip3 install, допустим, зависимости для Python. То есть можно поставить так вот все. Естественно, нам нужны зависимости какие. У меня они стоят уже, но я покажу, какие нам зависимости нужны. pip3 install PyTest. Это фреймворк для тестирования на Python. pip3 install PyTest. pip3 install Selenium, конечно же, должен быть. И pip3 install, да, собственно говоря, все. Allure у нас уже стоит. Вот. То есть, если какие-то модули не хватает, у нас система будет говорить, что этих модулей не хватает. Вот. То есть, все должно, в принципе, в этом варианте работать. Итак, продолжаем наш разговор. Вот наш тест. Опять снова мы тестируем эту формочку. Вот эта формочка. Смотрим, то, что уроки мы делали, только мы с помощью еще добавляем еще отчеты. Вот, это форма. Значит, имя, фамилия, адрес и заметки. И также по нажатию мы проверяем, что написалась формочка отправлена. Вот. Что мы еще здесь делаем? Ну, непосредственно можно перейти к запуску этих самих тестов. Так вот, мы для этого используем PyTest. PyTest. Кстати говоря, что еще важно отметить здесь, что это у нас headless тесты. Видите, headless. То есть мы это запускаем без открытия браузера. Давайте их сначала модифицируем, просто закомментируем, чтобы у нас браузер таки открывался, чтобы было более наглядно, что происходит на экране. Давайте так сделаем. Все, сохраним. Так, тык-тык-тык-тык. Вот. Собственно говоря, здесь мы производим запуск. PyTest, Selenium, Allure, Py. Ну, то есть, указываем наш скриптик. И давайте посмотрим, что происходит. Так, что я забыл зайти. Я для того, чтобы работать в Python, появилась такая интересная фича, как виртуальные среды. Так вот, я ее уже создал. И что такое виртуальная среда в Python? Чтобы просто не ставить зависимости на машину все вместе, есть вот такая возможность как бы активировать специальную виртуальную среду и в ней устанавливать все зависимости. То есть, допустим, наш PyTest, Selenium, прочее. То есть можем прописать это все дело здесь. Следовательно, вот она, как только мы ее создаем, появляется такая вот папочка, которая называется MyEnv. Вот у нас здесь MyEnv. То есть это моя среда, в которой все это есть. Чтобы ее активировать, на Mac нужно набрать вот так вот source MyEnv bin activate. Все, я ее активировал, теперь оно у меня должно все зависимости, которые подкачал, здесь быть. Для чего это нужно? Для того, чтобы в каждом отдельном проекте прописать тот набор утилит, который нам нужен. То есть, да, поставить определенные модули, которые нам нужны только в этом проекте. Может быть, нам не нужны куча модулей, которые будем ставить на всю систему. Да? То есть в этом вся идея. Вот теперь можем снова запускать PyTest наш. Запускаем. И пошло открытие браузера Firefox. Все, значит, прошло, все хорошо. То есть никаких нареканий нет. Значит, генерация тестов уже, по идее, должна была произойти. Как мы поймем, что генерация тестов произошла? Ну, мы заходим в эту же папку, где у нас, смотрите, значит, вся моя среда рабочая, которая, Python и все эти дополнительные модули. Можно посмотреть, видите. Bin, include, lib. То есть разные библиотечки сюда прокачиваются и исполняемые файлы, которые нужны. Потом у нас генерируется папка Allure Results, если ее не было. Так вот, Allure Results появилась здесь. В чем она интересна, это Allure Results? Видите, что все результаты наших тестов прописываются здесь. TXT файл, JSON файл, HTML. То есть, разные вариации. Можем проверить, что здесь происходит. Здесь просто в JSON формате прописаны наши... Если говоря, как ее лучше показать. Вот. Пожалуйста. Значит, видим здесь в текстовом виде так. Results JSON. Можем посмотреть, что там. Сейчас он Xcode только откроет, наверное. Мы можем увидеть не в самом красивом варианте, но вот как это все выглядит. Видите, результаты выполнения тестов в таком вот варианте. То есть вот все прописано. Что здесь имя, фамилия. Просто не все очень красиво. Некрасиво все это выглядит, можно сказать так.
все в куче и всякое такое. То есть вот такой вариант простых. После выполнения тестов происходит генерация всех этих файликов. Нам же хочется все это в красивом, замечательном виде посмотреть. Конечно же, для этого мы используем команду allure, значит, нашу allure и говорим serve. То есть мы хотим, чтобы нам подали все это в красивом формате. Ну, запускаем, смотрим, что у нас получается. Вот он генерирует отчет. Так, значит, Selenium, Allure. Тут у меня самый простой есть тест. Здесь что у нас получается. Смотрите, что у нас выходит. Значит, выходит что? Значит, первое, инициализация Firefox драйвера, то, что мы прописали, то есть то, что он делает непосредственно, инициализирует его, открывает страницу, и дальше на странице у нас происходят все вот эти манипуляции, да, заполняется имя, фамилия, какие-то заметки и отправляется формочка. И далее мы закрываем наш драйвер, все, выполнение заканчивается. Вот, собственно говоря, вот на этом все и построено. То есть это вот самый такой простой вариант, прописать быстренько здесь можно. Причем смотрите, что интересно. У нас duration прописан, то есть вот 3 секунды все это запускается, почти 4 секунды, да, и severity normal, все severity и прочее тоже все прописывается. Наш отчет представляет себя очень много всего, потому что, видите, тут уже другие прописаны вещи, тут другие отчеты, которые я запускал, ну, иногда не хочется с этим всем мараться и хочется все с нуля запустить, да, поэтому давайте-ка вот что мы сделаем, мы сейчас возьмем, почистим эту папку и посмотрим с нуля, что будет у нас здесь. Кстати говоря, если уж мы говорим про Allure, про вот эту систему сюда, она настолько, на мой взгляд, напичкана всякими разными фичами, что это просто, вот не знаю, просто отвал башки на самом деле. Ведь можно, по большому счету, все угодно, как мы хотим, переставить под наш вкус. Все тест-кейсы посмотреть, да, здесь что запущено, ну, это мы еще сейчас разберем. Все переделать, как мы хотим, ну, то есть много разных вариаций. На мой взгляд, это немножко даже слишком, потому что, ну, чересчур много всего, и глаза просто разбегаются порой. Ну, в команде, наверное, другое будет мнение. И более того, заметьте, что происходит. На самом деле, когда мы пишем, значит, Allure Serve, он не просто нам дает какую-то, генерирует какую-то HTML-страничку готовую. Нет, он на самом-то деле создает нам сервер. Вот мы видим, здесь вот Java запускается, отдельный Java сервер запускается. И в этом Java сервер открывает эту вот нашу страничку 192.168.1.3, да, соответственно, просто на серваке открывает страничку. Собственно говоря, для меня это даже перебор какой-то. Но вот так он все работает, значит так, вот такая задумка была. Естественно, мы должны этот сервак остановить. Чтобы установить, можем нажать Ctrl-C. Кстати говоря, в терминале, как только мы это пишем, видите, оно говорит, что сервер был запущен, все такое, все работает. Ctrl-C, чтобы все остановить. Останавливаем это все. И давайте почистим папку и еще раз запустим. Что, ну, зачем нам все эти отчеты нужны? Там были те тесты, которые я запускал еще ранее. В общем, там сгенерировал слишком много всего. Allure Serve, ну, более такой простой вариант. Чтобы просто было легче просматривать их все. Так. Allure Serve. А видите, почему произошло? Я нажал Allure Serve, при этом не сгенерировав никакие тесты. То есть папка по-прежнему пустая. Вот она здесь, Selenium Firefox Allure Results, она пустая. По этому адресу, если мы откроем, давайте посмотрим, что происходит. То есть оно не показывает ничего, но при этом сформировало отчет пустой. То есть знаки вопроса, 0 тест-кейсов, ничего нет. То есть вот так вот происходит, если вы забываете, прежде чем запускать тесты, прежде чем формировать эту страницу с результатами, запускать тесты, забывайте, это все вот так происходит. Останавливаем это все дело и не забываем, естественно, сделать снова PyTest запустить. Вот. Так, все, формочка отправилась, теперь можно смело нажимать Allure Serve. Вот снова он генерирует отчет, все создается. Так, а почему в этот раз все пустое? Ведь оно, по идее. Allure Results. Так, что нам не нравится, что не так? Почему не прописались отчеты? Давайте посмотрим, что случилось. Где произошел сбой? Скорее всего, он тесты даже никак не запустил. PyTest Selenium Allure Py. Так, что он тут? Да, он никак не запустил тест. Странно. Проверяем папку. А чего так? А чего произошло? Чего он так сделал? Наверное, он ее генерирует где-то в другом месте. Или что такое случилось? Извиняюсь за накладку. Так. Почему это произошло? PyTest здесь. То есть один раз он
он сгенерировал нормально, а потом он что-то перестал правильно их обрабатывать. Сейчас, одну секунду. Попробую другой тест. Selenium Allure, да. Здесь все так. TX. Что я мог тут не так? Драйвер все правильно прописан. Тесты запускаются. Step. PyTest. Неужто я какой-то модуль здесь подудалил? Да нет, вроде все правильно. Попробую другой скрипт запустить, может быть. Сейчас посмотрим. Угу. Так, а теперь что у нас? Allure Results также... Так, ну тут только про... Так. Почему-то он не прописался, да, в нашу нужную директорию тесты. Ладно, сейчас вернемся. Давайте к презентации немножко перейдем. Сейчас разберемся с ним. То есть я пока вернусь, скорректирую те тесты, которые я поудалял, как временное решение. Но оно, по идее, должно формировать новые здесь. То есть, да, что-то здесь у него слетело. Скорее всего, да, снова что-то с указанием директории нужно сделать. Как-то оно не прописалось что-то. Ладненько, смотрите дальше что. Как это все еще настраивается? Давайте дальше посмотрим. Как это все еще можно дальше настраивать. Так вот. Если мы посмотрим более развернутую версию всего, то есть если мы посмотрим, снова здесь у нас степ, все прописали, как это и работало раньше. Также можем сделать дополнительные, то, что я уже говорил, можно прописать, это feature story, так, и, соответственно, severity. Значит, level, уровень важности этого кейса. То есть, если он критический кейс, не критический, можно все прописать здесь. То есть, это все severity level прописывается здесь. Наиболее полная версия вот еще вот здесь есть. Что хотел сказать. Самое главное, что мы можем добавить в все эти наши тесты, а также тестовую информацию, скажем, что у нас в конечном счете, какие данные были получены, сгенерированы и все такое. То есть вот для этого используется дополнительная функция, называется allure.attach. Вот мы можем ее использовать здесь. Allure attach, пишем, значит, John, имя, и откуда мы берем это имя или фамилию. То есть вот разные данные. Вот. То есть можем прописать все это дело allure attach вот таким образом. На самом деле, считаю, это одна из самых интересных фич Allure, что можно дописывать эти данные. То есть всю эту информацию, все данные прописывать, в том числе и скриншоты. То есть не только какие-то такую информацию, а также и скриншоты в том числе. Вот. Полная версия будет выглядеть так. Перед тем, как мы сейчас это все на питоне доделаем, что получится, здесь получится, и перейдем постепенно к Java, там у нас более все стабильно должно быть. Так, значит, мы смотрим еще раз. Давайте сделаем Allure Serve. Здесь у нас, ну, как бы вот этот вот тест, запустим еще один дополнительный PyTest Selenium Allure Full More. Так, что-то у него здесь слишком быстро выполняется, не знаю, что-то мне не нравится, какие-то глюки. Давайте посмотрим, что в итоге получается, чтобы на красивом наглядном примере. Вот самый такой наиболее развернутый тест, который у меня получился здесь. Смотрите, что происходит. То есть мы описали снова все шаги описаны, но когда мы открываем, допустим, name field, то есть прописываем имя пользователя, у нас говорится, что, значит, имя пользователя Джон. Вот. Можем даже развернуть, если нам интересно. То есть мы четко знаем, какое было имя пользователя при вводе. То есть мы данные, которые пользователь вводит, или как бы тест, который вводит, да, то есть все мы видим здесь. Дальше, значит, фамилия вот Джон До. Снова, кстати, пишет размеры этой информации. 4 байта, 3 байта, да, вот, допустим. Потом прописываем заметки. В заметках у нас email, адрес. Снова
всю эту информацию прописали сюда. И что интересно, можем сделать скриншот в том числе. То есть можно скриншот вложить вот таким образом. То есть что получилось в конце выполнения всего нашего теста, можно вот такой отчетик в таком видео посмотреть. То есть исключая скриншот. На мой взгляд, это очень интересно на самом деле. Вот, и все. Закрываем драйвер. Ну, прописана команда, где закрывается сам драйвер. Этот отчет впоследствии можно сохранить, в том числе в CSV-файле, и потом посмотреть его, если вдруг в этом формате нужно. То есть, вот такая вот опция. Что еще можно смотреть? Ну, во-первых, язык можно переключить на русский здесь, да? Можем переключить его, чтобы кому удобнее, хотя здесь порой более криво на русском, мне даже кажется. Все тесты, все, что я запускал, прописывается. То есть все эти файлы, смотрите, у меня там 3 разных скрипта было, просто они немножко отличаются, там какие-то дополнительные степы прописаны, что-то еще. То есть они все вот запускались, у меня здесь прописано, что в каждом из них было, и сколько секунд каждый из них запускался. Можно увидеть. Допустим, если какой-то тест очень долго запускается, ну, скорее всего, какая-то проблема с тем, что что-то не так, да, то есть на сайте у нас что-то не так начало зависать больше, или что-то в тесте прописано коряво, то есть вот можно смотреть по этим секундам, что где подвисает. Вот, видите, пишется один параметр, 5 ложных шагов, 5 вложений, и все это, естественно, вот в этом Allure Results все эти файлики сохраняются. Вот. Что дальше можно посмотреть? Категории, здесь у меня не прописано, тест-сьюиты. В принципе, по большому счету здесь это и все. В одном месте можно красиво так посмотреть. Да, опять же, разные вариации просмотра всех этих статусов. То есть в этом сама среда Allure. Как бы она, с одной стороны, сложна. В Java это сводится чуть более сложно. В том плане, что в Java мы должны прописывать все зависимости нашего проекта, чтобы это все работало. Смотрите, что происходит. В Java такой замечательный файлик, который называется Poti. И также здесь прописываем для нашего Allure зависимости. JUnit 5, что важно, опять же, JUnit 4 это отдельная головная боль. Ну, у нас 5 стоит здесь. Serenit 7.5.1 версия стоит. Ох, сколько всего происходит нехорошего, некрасивого, когда не совпадают какие-то версии или зависимости, вообще неприятно. Ну, вот у нас 7-я версия Serenit здесь стоит. Дальше у нас идет самое интересное, связано с нашим Allure. Вот, Allure JUnit 5. То есть мы прописали, что мы, да, используем такие Allure. Версии 2.29.0 тест. Значит, и прописываем различные другие вещи. Вот, смотрите, причем много разных зависимостей. Не только какая-то одна, там, Allure, да, вот если JUnit 5 для интеграции с JUnit 5. И далее еще плагин нужен. Здесь у нас, значит, во-первых, нужен Maven Surefire плагин. Это плагин в том числе для отчетности. То есть это вот позволяет нам генерировать тоже тестовые отчеты. Но сейчас покажу об этом более детально. И в том числе нам нужна такая штука, как вот Allure Maven плагин. То есть тот плагин, который будет соединять вместе нашу среду разработки, среду сборки Maven и Allure. То есть все вместе будет соединять. То есть, смотрите, есть много разных плагинов. У меня были некоторые проблемы, снова, как вот схожие с теми, что вот на питоне, когда непонятно, почему не генерируется. То же самое было, естественно, с джавовской версией. То есть в Java тоже эти проблемы возникали. Но здесь они возникали по причине того, что там несоответствие версий были сначала, потом какого-то плагина не хватало, потом версия неправильная. Вот буквально Allure Maven плагин у меня стоял 2.11, да, и что-то не работало, что-то не получалось ничего. Я поставил 2.12, все зашло. Ну, то есть, вот настолько все порой очень хрупко бывает. Ну, это джавовский такой прикол, что вот какая-то одна настройка может просто сделать так, что все не собирается. К счастью, если питон, то в питоне, когда эти ошибки он больше прощает. Но там другие свои особенности. В особенности синтаксис питона, который я не хочу отдельно разговаривать, но мне он гораздо меньше нравится, чем джавовский, в котором все четко прописано. Ну вот, разбираем. Здесь у нас что интересного прописано? Здесь у нас прописано директории, куда сохранить результаты. То есть, вот, допустим, Allure
плагин. Здесь прописано, что директория на target allure results. Сейчас мы посмотрим, что это из себя представляет. Вот, то есть это все должно быть четко прописано здесь. В общем-то, все здесь. Да, к сожалению, бывает такое, что буквально какой-то один плагин забыл, и все, оно неправильно компилируется, не срабатывает, ну, в общем-то, происходит не то, что нужно. Вот, понимаете? В Surefire плагине, значит, что интересно, здесь мы прописываем, если мы в Python, да, прописываем, допустим, какой-то скрипт, который запускаем, там PyTest и название скрипта, то в Java у нас как бы полноценный проект, мы можем говорить, какие конкретно тесты запускать, какие не запускать. Вот в Surefire, то есть Surefire это такой мостик, хочу сказать, то есть такой мостик между, значит, нашим Allure и, значит, нашими тестами в том числе. Вот поэтому мы можем в Surefire прописать, какие тесты запускать. Вот у меня прописано, что запускать все тесты с названием файла tests, с названием класса tests. Видите, у нас что есть? Есть тест, тест basic, тест full и updated test. То есть всякие разные тесты. Вот все здесь прописано. А если я что-нибудь поменяю, скажем, я хочу только сказать, ну, то есть это вот, это то, что не совсем связано с Allure, это как бы немножко отдельно. То есть Surefire плагин это немножко отдельная штука. Но, грубо говоря, это те тесты, которые запускаются после того, как мы набираем Maven тест. Вот набираем Maven тест, и только те, которые тест запускаются вот вместе с ним. Чтобы сократить тесты, которые мы запускаем, можем, к примеру, запустить только тест и все. Вот, допустим, давайте вот я уберу вот эту звездочку. Звездочка говорит, что все, что следует после вот этого вот названия тест, запускается также, все эти тесты. То есть тест. То есть, кроме вот update теста. Обновленные тесты запускаться не будут, потому что, видите, у нас здесь не тест, а вот другое слово здесь. Набираем команду Maven test. И вообще, это хорошая идея просто запустить сначала Maven test, перед тем, как запускать дальше там генерацию Allure и прочее. То есть просто посмотреть, проходит наши тесты здесь или нет. Потому что Allure это только конечный продукт, это конечная форма презентации этой информации. Да? А Maven это непосредственно сама среда и JUnit, в которой запускаются эти тесты. Maven тест запускаем. Здесь у нас просто прошли вот тест-ран, 2 теста прошли, и все закончилось. Вот. Так вот. Теперь, собственно говоря, мы можем эти тесты посмотреть, как они запускаются. Для начала запускать не тесты, которые завязаны на Firefox. Это хорошая такая практика, да, попробовать с обычными юнит-тестами перед тем, как запускать полноценные UI-тесты. Ну, они быстрее просто по той причине, что. Вот. Следовательно, мы можем посмотреть, что за тесты были. А тест у нас здесь был совершенно простой. Просто снова инициализация драйвера. Потом тестируем то, что у нас, допустим, правильно подсчитывается какая-то вещь, да, 2 и 3, что это 5, да, допустим, тут потом умножение и сложение. Все, больше ничего. И мы просто тестируем это. Самый такой простой, быстрый тест. Что мы запускаем, как это все дело? Запускаем мы дело вот такой вот командочкой. Немножко более расширенной, скажем так. Да? Смотрите, что происходит. Maven, снова Maven. Снова Maven здесь у нас. Это команда, которая управляет системой сборки. Потом clean. Чистим наши тесты, чтобы ничего лишнего не было. Там кэш почистить, все такое. Потом тест. Снова команда. Ну, можно без clean, конечно, запустить. Без clean тоже работать будет. И здесь потом говорим allure serve. Значит, вот как это выглядит. Здесь получается, что мы сначала запускаем тесты Maven, а потом передаем управление сборщику, то есть Allure. То есть Allure потом сделает окончательную доводку этого всего. Вот. То есть мы делаем это вот так вот. Maven, clean, test, Allure, serve. И по идее, все, надеюсь, указали, должны запускаться только те тесты, которые... Так. Ехали. Генерится это, как я, собственно, указал ему, запускать только 2 теста. Maven Clean, соответственно, почистил все, что до этого все запускалось, этого больше нет. У нас показывает, что запускает это все дело Maven, то есть Maven за это все отвечает, система сборки, да. И потом можем развернуть, посмотреть тест-кейсы. Все, в общем-то, то же самое, что и в Python. Ну,
на любителя, в общем-то, кому что больше нравится. Здесь у нас что прописано? Я еще здесь прописал description для этого, для этих тестов. Видите, этот тест проверяет добавление двух номеров. Этот тест у нас, значит, перемножение, multiplication, да. Снова severity прописано, то есть то, что важность этого теста нормальная, а этот тест тоже нормальный. Вот сколько секунд, миллисекунд запускалось. Без какого-либо уточнения здесь прописано. Естественно, это не все тесты, которые хочу запускать. Я хочу запускать гораздо больше разнообразных тестов и UI пробовать в том числе. Вот. И здесь у нас как раз эти все зависимости, которые мы добавляем. Вещь, которую у меня здесь в проекте нет, но про которую можно обсуждать, это вот листенеры. То есть я немножко раньше говорил, что есть такие листенеры, которые слушают за событиями, да, и вот преимущество Селенида и Алюры, вот этой совместной их интеграции, в том, что можем Селениду сказать, создай-ка ты мне в случае чего скриншоты в код тестов, да, то есть можно будет быстренько формировать скриншоты, допустим, в случае для каких-то ситуаций. Вот. У меня почему-то Allure Selenit модуль не импортировался, ну что-то с каким-то импортом что-то не так. Почему-то у меня конкретно с листенером это не прошло. Ну, в общем, бывает такая вот ситуация. Вот. Ну, то есть, довольно гибкая среда и довольно много чего позволяет. В общем-то, если так суммируя Allure, да. И, наверное, самая такая вот продвинутая из того, что я видел. Здесь у нас немножко говорится про генерацию отчетов Allure. И смотрите, что интересно, что в принципе, вот когда мы запускаем команду, кстати, давайте не будем забывать закрыть сервер после того, как мы посмотрели что-то, потому что сервер постоянно Java висит, и сервер уже запущен, то есть можно постоянно смотреть. Как бы, это один из любимых моментов, который у меня есть, это почему каждый раз этот сервер создает, неужели ему нельзя было как-то еще в каком-то более удобоваримом формате мне это показать, почему каждый раз нужен сервер. Ну да ладно. Итак, у нас есть... Мы обычно создаем тесты с помощью команды Allure Surf, так как я сказал, Maven Test или Allure Surf набрать, если мы без интеграции с Maven. Ну, то есть просто интеграция с Maven она более интересна, можно сказать так. Так вот, также можно сделать Allure Generate. И здесь указать, куда мы непосредственно, откуда берем результаты и куда мы кладем отчет. То есть у нас что должно быть? У нас, давайте теперь на примере джавовского нашего проекта посмотрим все это дело. Значит, вот у меня джавовский проект. Смотрите, что вот наши исходники, наши тесты здесь прописаны. Вот все эти тесты здесь. В Java, конечно же, больше разных интересных событий происходит при сборке. Во-первых, создается это в директории build, то есть сборка наших тестов. У нас есть reports, то есть отчеты. Вот они все отчеты. И здесь в том числе скриншоты указываются, что такое. Видите, то есть можно в том числе сюда как бы... Если что-то с тестом не так, вот сюда может сформироваться какой-то определенный отчет. Ну, например, видите, вот у меня с тестом не так было, у меня почему-то не мог найти адрес. Вот у меня здесь не мог найти адрес, и сгенерировался отчет, показался он здесь. Это, насколько я понимаю, селенидовская вещь. Делать на проваленных тестах вот такой вот. Это те самые Allure Results, о котором мы говорили в Python. Видите, Allure Results прописаны здесь. Все сюда сохраняется. Вот здесь. Все то же самое абсолютно. Здесь у нас есть также Surefire Reports. Вот. Ну, тоже тесты, но только Surefire. То есть, то бишь, это то, что наш модуль Surefire генерирует. Тот же плагин. Как я уже говорил, это тоже одна из вариаций генерации отчетов про тест. То есть, ну, менее визуализированно, скажем так. Surefire тоже каких-то результатов. Права генерируется такой простой. Совершенно простой. Такой красивый, как наш. Но как мы уже говорили, что этот Surefire он передает потом, значит, нашему Allure результаты. То есть с ним они общаются. И там происходит такая тесная интеграция. Вот Allure Results собирается здесь. Далее, что еще интересно? Allure Maven. Нет, здесь ничего. В общем-то, да, все здесь.
То есть, видите, в таргет, вот такая, вот, когда собирается билд, происходит сборка, в таргет директории попадает всякая разная информация, в том числе вот готовые отчеты. Вот. Кроме generate, есть также команда, ну, снова еще раз говорю, generate, это мы говорим, откуда берем результаты, потом этот параметр O, и куда кладем этот отчет готовый, то есть то, что формируется. HTML отчет. Это HTML отчет, снова, он не работает без сервера. Без сервера он будет немножко корявый такой. Ну, по сути, не работает он без сервера. То есть должен открываться сервер. Так вот, команда Allure Serve, она позволяет таки нам объединить эти команды. Он и генерирует отчет, и открывает. То есть в основном Allure Serve используется. Вот. Но есть такая вот опция. Естественно, все это дело потом можно впоследствии интегрировать в CI/CD, тот же GitHub. И вот как раз таки есть пример, да, как это все можно интегрировать. То есть можно добавить процесс Git. Вот сейчас покажу. Видите, можем прописать в GitHub, что у нас автоматом запускаются, скажем, тесты на push или pull request. То есть, как только мы отправляем что-то push, какую-то информацию на наш GitHub аккаунт, у нас он сформирует, собственно говоря, наши тесты, тестовую документацию. Видите, Maven Clean Test, собственно говоря, просто указывается снова командой те же самые, то, что мы запускали в консоли. Самое главное, конечно, чтобы для чего нужен Maven Surefire тот же, чтобы по выполнению Maven тест происходили вот эти все наши манипуляции с тестами. Потому что иначе оно как бы, ну, не будет формировать нужную документацию. Вот. Allure снова, естественно, все. Allure Generate, Allure Report, ну, здесь Allure Surf можно прописать в том числе. То есть, ну, здесь больше как Generate подходит, да, так как Surf мы больше, скорее всего, не будем смотреть прям на сервере удаленном, да, он должен сгенерировать определенную папку, потом это все закачать. Вот, и потом можно просматривать. Рассказать интересного про наши. Значит, здесь у меня возникали некоторые проблемы с аннотациями. Вот что у меня получилось. То есть по-хорошему, все тесты должны иметь вот какую аннотацию здесь. Step. То есть мы должны прописать все по шагам, что мы делаем здесь. Почему-то у меня эти аннотации не отработали, но буквально, скорее всего, снова из-за каких-то зависимостей дополнительных, которые должен сделать. Или что-то вот я не указал. То есть, и поэтому я сделал несколько иначе. То есть это вот step, оно не отрабатывало у меня. Несколько иначе нужно сделать, и поэтому я сделал в таком варианте. Я прописал команду step прямо здесь. То есть вот наш метод. Мы говорим allure step и говорим, что мы делаем. То есть мы заполняем имя. И потом делаем add attachment тоже снова. Но add attachment я уже показывал до этого. То есть мы добавляем какую-то определенную инфу в файл, допустим, что такое, да. Прописались более просто, скажем так, да, с помощью аннотации. Здесь я просто указал allure step. Но снова какое-то вот что-то у меня здесь не прописалось. Я разбираюсь еще, что не так сделал. Какую-то одну просто должно быть. Более прописать здесь и прописать наши здесь готовые. То есть я все эти методы здесь прописал, а сами тесты, вот они отрабатываются чуть внизу. То есть вот просто, чтобы там в красивом таком виде сделать. По-хорошему это все нужно разделить и сделать, конечно же, в Page Object Model. То есть надо сделать отдельно разделить для страницы логина, другой страницы. То есть все это надо отдельно разделить. Что дальше у нас есть? Снова все стандартные сигналы по окончанию теста. То есть так же, как в питоне, но в питоне это все выглядело чуть проще, а здесь пришлось написать какую-то отдельную конструкцию, которая как бы вот генерирует скриншот. То есть здесь все-таки Java тут немножко чуть было посложнее. Вот. Но в принципе я так думаю, что можно это все упростить. Должно быть и попроще можно сделать. Вот. Давайте теперь у нас открыть наш снова по максималу. Помните, что у нас здесь тесты, должен быть прописан тест, и дальше вот эта вот звездочка, чтобы запускали все тесты. Не только вот этот один юнит-тест, который у нас был. Теперь должно все генерировать отчет обо всех тестах. Были Maven, Clean Test, Surf, Allure. Да, можем сделать так. Так, Allure Surf, да. Запускаем. Так.
И пошли не запускать, пардон, ретест, тест. Вот, занимает некоторое время. Они все headless, по-моему, прописаны у меня. Вот они, все должны были headless. Поэтому браузер не запускается, напоминаю. Здесь у нас 4 тест-кейса, видите? Теперь все позапускалось. Вот 3 класса, и здесь в классе тест, как вы помните, JUnity у нас 2 тест-кейса простых, а здесь тест basic, тест full по одному. Ну, это на самом деле не тест-кейс, а это тестовый класс, который запускается, да? Тест-кейсов там больше. Там, помните, значит, заполнение имени, фамилии, и заметок, и вот. Если мы перейдем в тест, много раз, которые нам будет весьма интересно. Вот, допустим, мы можем решить прописать ссылку на тест-кейсы. То есть, где у нас находится в самой системе нашей тест-кейсы. Ну, здесь просто тестовый домен прописан. На самом деле, конечно, прописать ссылку до какой-то специальной... И видел, какой тест конкретно, право уровень этого тест-кейса, то есть он весьма-весьма важен. Ну, это просто... По сути, да, логин, система логина, это критический, скорее всего, будет. Да? Если у нас не можем логиниться, то как бы система не рабочая вообще. Далее, такой-то аннотации issue у нас прописано, где находится наша проблема. TMS-link – это, соответственно, система баг-трекинга, прописано, где у нас этот тест-кейс. И link находится почему-либо. Вот, автоматом выглядит. Дальше, значит, вот здесь, вот Allure Step. Можно здесь тестовый форм тоже есть, по идее, можно открытие форм тоже отдельный степ сделать. Но я не сделал. Степов можно сколько угодно прописать. Можете allure.step, хоть 20 штук, прописать, оно все будет, в принципе, валидно. Вот. И, соответственно, вот оно, соответственно, field first name, field last name, last email field, address field и submit форму, отправить формочку. И, что интересно еще, можно в том числе внутри какого-то метода, допустим, сказать, что мы проверяем сообщение. Допустим, да, мы проверяем, что сообщение успешно. То есть мы проверяем, что когда мы нажимаем залогиниться, оно говорит, все успешно, мы все прошли. Вот. Это здесь прописывается, в том числе вот у меня вот таким образом. Видите, здесь мы проверяем, что сообщение об успехе получено. Вот. Формочка отправлена. Получаем сообщение, все хорошо. Таким образом все отрабатывает. И снова, как и в питоне, конечно же, я сделал так, что функция addAttachment, которая у нас находится здесь, она прописывает все данные вот здесь вот. Раз, два, три. То есть вот там John Doe example. Все здесь прописывается. И в том числе я еще прописал одну вещь, чтобы у меня показывалась текущая ссылка, где я сейчас нахожусь на странице. Каким образом это было сделано? А здесь это сделано с помощью вот чего. То есть, если мы пишем, значит, Allure, addAttachment, опять же, как мы называем, как это хотим назвать все это дело, пускай у нас будет input data, допустим, input data, ну что у нас будет, пока не знаю, что, давайте сейчас посмотрим, что у нас предложит нам Selenit, WebDriver, драйвер, и что можем сделать? Get user agent можем получить, допустим, на каком у нас компьютере это запускается, да? То есть на компьютере на мобильном устройстве. Браузер получить, какой у нас есть, конфигурацию какую-то считать и прочее. Session ID, веб-драйвер, да что угодно можем прописать. Ну, давайте пропишем get user agent. Пускай у нас будет get user agent. Вот, input data, user agent. Пускай будет в нашем отчете дополнительно, потому что было. Вот. Естественно, у нас сервак тут запущен, мы нажимаем Ctrl-C, чтобы его остановить. И запускаем тест. Ну, давайте только теперь тесты поставим, чтобы не все выполнялись, а только вот тест full. Вот, тест full Java. Все. Прописываем. И теперь должен только один тест запускаться. В принципе, это все можно прописать также с помощью Maven, там уже с отдельной командой прописать, что запускался только один тест. То есть не обязательно, что все эти тесты запускаются. Вот, тест full, отчет прописался, должен запуститься сейчас. Запустился один тест-кейс, так как я указал, ну, опять же, не один тест-кейс, а один тестовый класс, потому что я прописал только его.
И видим здесь вот testful. Вот он здесь. Итак, что у нас здесь было? Input data user agent я хотел узнать. А вот, пожалуйста, смотрите. Mozilla Macintosh Intel. Это у нас что получается? Почему он Intel macOS? Потому что у меня комп-то не Intel. Подождите, а что он-то прописал сюда Intel? Я ничего не понимаю. Ну, что указал, то указал. Почему он считает, что у меня user agent Intel? То есть у меня, по идее, ARM-овский компьютер. Но, тем не менее, все остальное указал правильно. Gecko, то, что Firefox, версию Firefox, версию операционной системы, все он правильно прописал. То есть единственное, что он почему-то неправильно считал архитектуру процессора. Каким-то образом таким странным. Что еще дальше можно смотреть у нас здесь? И снова все шаги. То есть скриншот вот он здесь есть. Можем его развернуть и посмотреть. Видите, финальный скриншот говорит, что формочка отправлена, все отлично отрабатывает. То есть все, в принципе, здесь вот таким образом работает. И еще прописана здесь интересная команда, которая тоже используется функцию Selenida. Testful, Selenid driver, get user agent, get URL. Видите, мы просто используем внутренние функции того же Selenid, чтобы получить какую-то информацию. Вот, либо о нашем драйвере, о нашем user agent, либо о ссылке, либо вот можно полностью получить исходники всей страницы. То есть бывает такая ситуация, когда хочется узнать, окей, а что там здесь в тот момент, когда все происходило, было на странице. А вот можем увидеть, что у нас на странице было. Вот, пожалуйста, всю страничку HTML вся там здесь прописано. Вот, вот на себя здесь можно скопировать и посмотреть, что было не так. Проанализировать. Вот. Скриншот здесь у нас делается. Все, в общем-то, вот такой синтаксис. В принципе, здесь больше нечего-то разбирать. Ну, Selenid Close Web Driver просто закрывает этот драйвер после всего этого, после всех этих манипуляций, но его закрывает. Так что вот в таком вот виде это все выглядит. Опять же, здесь еще много разных функций, которые я по категориям не сортировал, не добавлял в этот функционал. Но, в принципе, это все можно, естественно, разрулить и добавить. Единственное, что мне кажется, что хочу от себя добавить, что очень много проблем возникает на этапе настройки, на этапе интеграции. Вот я буквально, честно говорю, наверное, часа полтора потратил на то, чтобы у меня все это вместе интегрировалось, все это запускалось. И мне кажется, все-таки это потому, что... Не потому, что я не разбираюсь, а потому, что вот что-то здесь так вот изначально как бы накосячено, что нужно так и ту версию, и ту, и ту, и ту. И почему-то он там с плагином не соединяется, что-то еще. Ну, как бы вот такие проблемы. И из того, что я читаю по форуму, у многих людей возникают эти проблемы, то, что вот что-то там не соединяется, не срабатывает и прочее. Как мне кажется, я надеюсь, что они могут эти все, может быть, модули как-то вместе интегрировать что-то в одно, или прям в сам этот Selenid запихнуть полностью Allure, да, то есть туда, чтобы оно вообще изначально из коробки все работало. Ну, в общем-то, что-то вот нужно немножко модернизировать в этом плане, что я считаю было прям оптимально. Все, значит, аннотации мы обсудили. Step, feature, severity, все разные. Это, опять же, все это прописано здесь. Это мы все обговорили, что можно делать. Скриншоты, да, мы уже все это проговорили, что можно добавлять. Что у меня еще здесь было? Все это зависимости. Собственно говоря, хорошая такая вот общая таблица всего, что есть, да. Значит, степ – это шаг теста, то есть мы описываем, что у нас происходит по шагам. Я думаю, самая важная фича – это, конечно же, степ. А вот функциональность, какая-то определенная фича на странице, да, то есть мы, допустим, авторизация или что-то еще, или выход со страницы, что-то такое. Критичность теста, severity, мы ее несколько раз обсуждали. Attachment – тоже мега крутая, мега важная фича, которая позволяет нам добавлять прямо туда какой-то, ну, в смысле, генерировать какой-то текстовый файлик, и потом это все отображать в нашем отчете очень удобно. Вот. Описание к тесту тоже мега-мега важно, я считаю, потому что люди разные в команду приходят, можно указать, допустим, описание теста, вот что он делает конкретно, если непонятно, и все будет ясно. Epic Story, опять же, ну все это вот, как бы, все это выглядит красиво, конечно, но мне кажется, что Epic Story это не самое прям такое используемое все, что будет, хотя кто его знает, это все к agile разработке, да, все к этому относится к терминологиям, но, честно говоря, я не знаю, мне кажется, что это не будет слишком часто использоваться, хотя, опять же, не знаю. Преимущество Allure вот все видите перед собой. То есть все, что мы рассмотрели на уроке, в принципе, все реально его реально интересно. То есть красивые, получается, что тесты проходят, и после того, как они проходят, мы реально можем увидеть, что конкретно выполнялось. То есть это откроет менеджер, откроет тестировщик, откроет разработчик, все увидят и все поймут, что происходило. В отличие от каких-то вот таких вот визуализаций в виде файликов, да, когда мы JSON файл открываем, там ничего не понятно, как бы
для избранных, да, это как бы Allure для что-то для всех. Простота интеграции селенида по сравнению с Selenium. Ну, у нас в Python там используется Selenium, значит, Selenid используется в Java, да, то есть я решил так разделить два примера. Но, да, есть некоторые улучшения с точки зрения интеграции селенида. Там в том числе можно вот эта вот обработка разная скриншотов, да, вложения, скриншоты, да, в основном. То есть, если что-то не так выполняется, можем говорить, вот обрабатывай это так, допустим. Листенеры есть такие, так называемые, по каким-то событиям в нашем тесте. В случае с Selenium это было чуть посложнее прописывать. Что еще? Ну, интеграция CI/CD, понятно, что все это легко интегрируется. Я уже показал, что можно, в принципе, все вставить в GitHub, в Git, все это будет выполняться и удаленно на серваке. И, конечно, да, все-таки то, что это поддерживает всякие разные фреймворки, а не только ту же Java, это реально мотивирует использовать. То есть, вот так вот, я считаю, что и Python, и все прочее можно реально с ними синтегрировать. В принципе, на этом у меня основная часть все. Как бы я здесь обсудил все самое-самое основное. Больше, в принципе, особенно такой, особенно мега крутой, мега важной информации нет, но готов что-то обсудить, если у кого-то есть вопросы. Вот, если у кого-то есть вопросы, можете написать. А если нет, будем потихонечку закругляться. Пожалуйста. Так. И, ребята, извиняюсь, что, значит, с питоном это немножко вначале не получилось. Там были некоторые накладки. Но я думаю, в Java, в принципе, все это разобрали. Иногда бывает такое, что когда вот все вживую рассматриваешь, иногда какие-то накладки случаются. Я думаю, что я после лекции выложу исходный код со всего этого, чтобы можно было самому потренироваться, попробовать и разобраться с этим всем. То есть я считаю, что реально крутая вещь. Allure. Вот. Все. Тогда всем счастливо, всем пока. До свидания.